Здорово, шизики. Ну что, с Новым годом. Наверняка видос надо было делать до Нового года, но, как всегда, лень. Поэтому будет после. Сейчас у меня работы нету, так как все дети отдыхают, а я не умею отдыхать нормально, поэтому сделаю то, что я люблю. Хрень. Топчик. В этот раз будет своеобразная тема, что просто как-то Дельтарун связать, так как обычные топы по Дельтарун я делать не хочу. Там какой-нибудь топ-персонажей или там топ-музыка, это как-то вот, ну не знаю, совсем кринжатиной пахнуло. А вот интересную тему поднять, какие персонажи, возможно, более-менее как-нибудь, но это как-то подходят под определение психических расстройств, наличие психических расстройств. Вот это, по-моему, интересно. И я даже вам больше скажу, как минимум 2 персонажа прям в сюжете являются прям психопатами. Ну или как это сейчас уже модно говорить у нас аккуратно, с особенностями характера, да? Ну или развития, раз уж на то пошло. Ну, в общем, перед тем, как мы начнем, 2 важных момента. Во-первых, это развлекательный контент. Ни в коем случае не относитесь к этому топу серьезно. Это прям нельзя. Не надо. И во-вторых, подписывайтесь на Telegram. Все новостные все-таки будут прям там, и там же будет связь с Дискордом, будет уже минимальная из-за технических причин. Мне уже даже становится неудобно им пользоваться, поэтому телегу медленно переезжайте, чтобы хоть как-то меня не терять, если уж кто-то тут решил остаться. Ну и сорян за отсутствие 4 главы. Как по мне, уже не нужно. Просто потому что это требует слишком много сил, а уже и так у вас есть там сумочки, у вас есть там Antime, которые все это сделали по интересно Дельтаруну. Зачем мне мучиться ради мелких просмотров, где делать надо минимум 2 недели? Да нафиг надо. Ну а теперь начнем топик. Ничего такого не будет, также 10 мест. Чем ближе к первому месту, тем более канонично наличие психических расстройств. Вот как-то так. Ну или хотя бы просто, что чем ближе к первому месту, тем больше я могу аргументировать наличие расстройства. Вот так давайте. А 10 место занимает у нас Лансер. Фишка в том, что у него нет психрасстройств. Ага, нарушаем топик. В чем прикол? Лансер из всех таких персонажей является ребенком по сравнению с остальными. Да, понятно, ГГшки там подростки технически, но Лансер прям ребенок. И все его проявления, которые были в игре, не относятся почти ни к одному психзаболеванию. Они лишь максимум социального взаимодействия можно натянуть, и то совой на глобус. Ну, то есть, у него поведение нормально. И самое важное, были моменты, где все его заскоки выключались. А это значит, все-таки это черты характера, а не именно какое-то нарушение психики. Как органическое там или не органическое, тут уже не важно. Лансер 10 место занимает просто потому, что он ребенок. Ну, извините, 10 место я не хотел какую-то фигню вставлять, поэтому решил с смеха начать. Но, если бы все-таки у Лансера было что-то, то, как минимум, было бы социальное поведение на психическом расстройстве невозможности чтения эмоций. Такое возможно. Но не в этой все-таки игре. Здесь все Тоби правильно сделал. Это просто характер. 9 место занимает Ральзей. Опять же, имеются некоторые вопросы, но, к сожалению, по лору не получится также привязать. А потому что он является темным. Причем, если учитывать лор темных, то получается это даже не он, а он имитатор вообще личности как таковой. Он даже сам не знает, как вести себя нормально. А если он не знает, то что сломано однажды, не сломаешь дважды, да? Единственное, что можно сказать, как раз-таки отсутствие личности развития. И он ее лишь имитирует. То есть самоощущение этих эмоций уже нарушено. Но и то не согласен, потому что многие были моменты, где он это проявляет. Просто он не может определиться. Проще говоря, Ральзею нельзя приписать прям официальный психоз. Но его замашки все-таки имеются. Давайте просто назовем это эмоциональное несоответствие личности. Ну, наверное, это так можно сейчас обозвать. А 8 место Бургер Пенс. Да, странный выбор, учитывая, что сейчас некоторые даже не вспомнят, кто это. Этот, который вот еще с Undertale у Метатона работал в харчевне, и вот у него выгорание. Примерно то же самое у него и в Дельтарун. Там еще только добавилось какое-то непринятие реальности. Но вот, кстати, почему у нас он начинает 8 место? А потому что как раз-таки он такая верхушка айсберга. Его психоз, я думаю, так даже уже подростки понимают. Выгорание эмоциональное и непринятие самого себя. Это подкрепляется как в Undertale, словами, выражениями и особенно его лицом. Это отдельно надо было рисовать же. И вот Бургер Пенс хорошо олицетворяет этот эффект.
само по себе это плохо. И если, например, у вас такое, то помните, что вы выгораете не только эмоционально, но и физически. Тело идет за вами, за вашим мышлением. Оно начнет умирать. И поэтому не надо делать как Бургер Пенс. Не терпите. Это закончится хреново. Но можно даже ему приписать депрессивный приход, и это тоже все диагноз. Но я думаю, настолько глубоко копать в эту сторону нам не обязательно. 7-е место занимает Rules Card. Кто это? Ладно, если обоснованно, здесь уже нужно пояснение. Все, что было в игре про Ускарда, хрень. Но если уж обоснованно, гипотетически, правда, все-таки не все сойдется, у него одна из форм ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство. Что это такое? Вообще видов этой фигни многовато, но если кратко, это когда человек очень зациклен на чем-то, на чем не должен. Самый легкий пример, который можно представить, например, на геометрии. Или как это правильно сейчас называется? На симметрии, на симметрии. Когда человеку нужно, чтобы визуально все было симметрично. Это, например, проявление ОКР. На самом деле, этих проявлений намного больше, они всякие разнообразные. Вон там один даже какой-то премьер-министр Шорцев поворачивается всегда налево, хотя можно направо. Это тоже, например, ОКР. Но что же конкретно у Руса Карда? Всепоглощающая озабоченность порядком, правилом и контролем. Его настолько задалбывает эта тема, что это даже видно еще при первой встрече. Есть еще перфекционизм, но он там настолько минимальный, что это даже не будем считать. Непонимание сарказма и метафор, некоторая социальная неловкость. Но надо понимать главный фактор. Это ни в коем случае не часть аутистического, который часто можно еще приписать, и не чистый психоз. Это даже не ОКР в чистом виде. По причине того, что это банально запрограммировано в его голове. То есть это не с ним всю жизнь. А потом еще это усугубилось моментами там во 2 главе и в 3. Он просто программируется под каждую реальность, которая открывается. Это прям юмор какой-то. Он же не просто так в всех 3 главах находится. Если он был бы в 4, я думаю, он там бы в религиозную секту ударился. Но, чтобы долго не тянуть, просто ОКР, но не в классическом понимании. Ну и опять же, а кто это? Кэти Коттенхаймер. Короче, кошка-годка из Дельтарун, 6-е место. Ну, здесь вообще долго объяснять не придется, да, надеюсь? Особенно тем, кому уже за 25-30. Я думаю, вам понятно, что любое проявление вот подобного, когда вы красите всякую херню и пытаетесь сделать максимально против общества, это асоциальное поведение. Разумеется, оно может строиться на чем угодно. На аутизме, на просто непринятии реальности, на банальном подростковом периоде, да на чем угодно. И в данном случае это подростковый период, но учитывая некоторую симптоматику в плане по словам, диалогам и отношению к некоторым персонажам, можно сказать, что это у ней было всегда, особенно на фоне родственников. Так что можно сказать, что это проявление эмоционального фактора, который может дойти до психоза. Но конкретно у Кэти, наверное, все-таки не доходит. Короче, Кэти Коттенхаймер хорошо показывает момент эмоционального непринятия в обществе, который может быть в основе подросткового возраста, так и одновременно что-то внутреннего. В ее случае, учитывая родственников, это какой-то сюр против своей же семьи. Но слова подтверждают, что что-то у них там не совсем нормально в эмоциональном понимании, у нее конкретно. Скорее всего, эмоциональный фактор чуть-чуть нарушен, но так минимально, что можно сказать, что она чистенькая. Самые легкие места, можно сказать, мы проехали. Можете считать, что я просто пытался вспомнить хоть кого-то, где можно хоть немножечко поговорить. Ну а теперь с 5-го места начнутся персонажи, где диагноз уже ставить можно. И он не шуточный. 5-е место занимает Тенна. Вся 3 глава намекает как раз-таки на его депрессивный приход. То есть, проще говоря, это такое расстройство личности. Причем, учитывая его действия, там нафиг целый букетище получился. Например, нарциссическое расстройство. Ну, вообще, я думаю, объяснять не надо, что вот это «я тут рулю, я это у него прям улетает в тартарары прям первее всех. Потом идет фишка уже биполярного расстройства, потому что его постоянное вот это непринятие отказа, что он сразу как все плохо, меня обижают, это тоже все часть этого. Хотя насчет биполярки я сейчас загнул, есть шанс, что это просто его театральщина, почему нет, но сам по себе вот этот букет уже неприятный. Ну а самое важное, и прям официально, то расстройство адаптации с нарушением поведения. Проще говоря, его реакция на стресс выражается в очень социальных неприемлемых действиях, ну то есть насильное удерживание персонажей. Он настолько не хочет принимать, что он уже не торт, что
просто пытается насильно их выдержать. И это вот прям момент, где вот мы в поке-шарах сидим, уже всем похрен просто, а он продолжает. Да он бы бесконечно нас продолжал держать. И вот это и есть уже прям чистая форма психоза. Он даже реальность не понимает. Ну и сама в себе это все депрессия с компульсивным поведением. Особенно, когда начинается сравнение, тогда и сейчас. И даже если так подумать, его победили, даже не пытаясь сломать этот психоз, они просто ему поддались в итоге. А эта тактика только эпизодическая работает. То есть это сработало, и в теории Тена должен был заново потом в какой-то момент слететь. Но так как это игра для детей, это не произойдет. 4 место — Королева. Если вы заметили в Телеграме или в Ютубе некоторые картинки, арты с персонажами с названиями, это я как бы намекал еще, про что будет топ. Но места там, разумеется, не показывались, и иногда я вписал фигню. Но у Королевы, как и было написано, биполярно-аффективное расстройство 2 типа. Разница от 1 типа в том, что это не проблемы с башкой, да, а скорее приобретенная программа, наверное, вот так. Особенно иронично это слышите именно к Королеве. Проще говоря, у нее гипоманиакальная симптоматика. Она очень скачет в плане активности по идеям. То есть это что-то наподобие СДВГ, но им не является. СДВГ обычно именно потеря внимания на что-то пониже, да, или просто на рандомное. А здесь именно идея заменяет на другую идею на идею. Вся 2 глава, которую мы видим, постоянно так происходит именно с ней. То резко там машина, то резко банан, то резко она там на стене, то резко какая-то бой, то резко какая-то аркада. У нее это просто постоянно. Еще ее слова подкрепляются на этой теме. Она ведет-то себя как будто под энергетиками, что тоже очень сильно влияет. А учитывая ее моменты с дружбой, ее непониманием, это подчеркивается еще на нарциссических моментах. Она просто не знает, как по-другому. Многие как бы писали, что Королева — это добрый персонаж, потому что как только Ральзи сказал, что произойдет, рокот, типа Титан проснется, она перестала. Это больше похоже как раз на расстройство вот это биполярное, аффективное. Потому что мысль опять поменялась, идея снова поменялась. Просто у нее не настолько все плохо, что она решила как дура вернуться в старую систему. Она поняла, услышала, что за хрень, и система ее так же поменяла. Слава богу, мозгов ей хватает не повторять. Ну и учитывая, можно пождить еще от возраста. Ну, честно, она так похожа на а-ля старенькую тетку, которая нехер делать. Что это все может появиться как раз таки из-за возраста или депрессивного момента перед этим. Она, кстати, что-то такое говорит, когда упоминает как король, что этот темный рыцарь создал на этот мир, и это охрененно. И вот она как будто как Тена чем-то напоминает, что ой, какой мир охеренный. При создании я хочу это продолжать. Но это уже спекуляции. Получается биполярное эффективное расстройство 2 типа с гипоманиакальными эпизодами. Вроде красиво звучит. Ну и перед тем, как я назову первые 3, которые прям сюжетные психи, я хочу упомянуть 2 персонажей, которые в топ не попали. По какой-то, причине. Начну со Сьюзи. Технически у нее нет вообще психозов. Примерно такая же буча, что и у Коти Коттенхаймер, только не так выражено. Если Коттенхаймер обладает именно что открытым таким асоциальным поведением, у Сьюзи внешнефакторное социальное поведение, такое вынужденное по-другому. Она же не специально это делает, ее среда заставила. Чувствуете разницу, да? Получается, технически никакого психоза нет. Да и, кстати, дальше все, что с ней происходит, проблема внешних факторов, которые, заметьте, меняются именно от ее воли. Это значит, наоборот, ее личность и мозг очень хорошо работают. Они не идут на поводу у ситуации. С 1 местом особенно сравниться. Ну и есть еще один, который я очень хотел в топ засунуть, но технически не смог. Это Бёрдли. Вот, учитывая его характер, его моменты, это вообще странно. Но, проще говоря, нет у него, по сути, расстройств. Но, как был момент, индуцированное бредовое расстройство, как эпизодически, это момент, когда он начал за королеву бегать, типа, моя королева, я буду твоим стражником беспричинно. Очень похоже на этот момент, но это просто я шучу, что нет, конечно, это ни в коем случае не вот это бредовое расстройство, но момент настолько смешной был просто, что это надо упомянуть. Ведь сами подумайте, какой нормальный персонаж какой нормальная личность будет в рандомном чужом мире резко подчиняться, потому что королева, и ой, какая красавица и так далее. Я могу также написать, что у него просто подростковое недотрахание включилось из разряда ой, какие ляжки. Теоретически Бёрдли с таким характером не обладает никаким психозом. Вот падла, я так хотел это за Бёрдли как-нибудь обозвать. Не получилось. Не тотальный удар. Ну а теперь настоящие психопаты. 3 место — Крис. Короче, Крис имеет как минимум депрессивное расстройство. Это полюбе.
надо уточнять только один важный момент. Крис, который был по сюжету где-то там в этом мире. В постах я писал, что у него, возможно, алекситимия. Это очень трудная идентификация эмоций и их выражения. Ну, то есть, например, описать словами ребенку сложно как бы эмоцию, которую он чувствует или видит. Сам по себе это не расстройство, ни в коем случае это даже в обычном детстве происходит, но выяснить это нормально мы не можем. Причина простая. В игре мы, как игрок, управляем настолько Крисом, что мы не даем ему вообще выражать личность свою. Вот никак. Но, учитывая все, что в анамнезе можно собрать там, про то, что как он там угорал над Наэль, как он себя вел, какие у него увлечения, да, некоторые странные. Это все очень похоже на депрессивное расстройство с проблемами с привязанностью. Плюс еще возможно натянуть глаза на глобус какой-то аутистический спектр. На последнее доказать невозможно. Какие обоснования? Во-первых, все-таки спонтанные эмоции. Крис проявлял эмоции хреновенько. И это было как... плохо уже. А с возрастом у него включился защитный механизм, превращаются либо в апатические такие эмоциональные моменты, либо вообще в такие пассивно-агрессивные. И это говорит о том, что эмоции он как-либо не чувствует, либо не может правильно понять. При этом вроде как социальное взаимодействие в игре говорится неплохое, но оно какое-то узконаправленное, как не услышишь информацию. Также тут влияет и один внешний фактор, который я даже упомянул в видосе. Крис единственный человек. А значит, на настоящих родителей у него все-таки нет. На этой почве, поверьте мне, человек ломается уже с рождения. Некоторое чувство одиночества становится у него просто частью личности. И она, разумеется, может сюда ломать. И вот на этой всей теме такое ощущение, что если бы вот я все-таки верил, что Тоби Фокс это продумывал, что как будто Крис это делает именно из-за проблемами, понятием как эмоции и что нужно делать. Но по некоторым моментам можно также опровергнуть это и увидеть, что Крис есть свое мнение и он хочет его выражать. Но как только в эту тему встраивается игрок, как вы понимаете, начинается прям сущий ад. То, что уже сломано, проявляется в очень агрессивной манере. Некоторое отчаяние даже присутствует, когда игрок идет по основному Грейв пути, где он нас пинает аж, потому что по-другому он не знает, что с нами делать. И это дальше заходит как раз-таки. По всяким, то он себя кусает в некоторых моментах, если нажать, то еще что. Такая физическая на ментальную переходит. Вообще так получится, как будто мы не то, что как бы паразит, мы нахрен его и есть психоз, который его заебываем. Но Крис является таким специально, чтобы был сюжет. Это уже по намекам понятно. Так что пока вся игра не выйдет, сказать что-то еще больше нельзя. Спамтон. Второе место. Бляха-муха, тут не надо долго объяснять. Это паранойя, шизофрения и бредовое расстройство. Там нахрен не то что букет, это океан говнище. Еще маниакальный психоз. Потому что его влечение на то, что какие-то нити его держат, да, они как бы потом появляются, но он технически их не видит. Это тоже часть этой фигни, что он хочет от чего-то избавиться, от того, чего нет. Ему постоянно кажется, что какая-то херня за ним охотится, что какая-то херня ему управляет как раз-таки. Это как раз-таки уже проявление мании вот этой всей, и он хочет из него выйти. И также на этой почве у него как будто есть нарциссическое, потому что вот это big shot, то есть типа я настолько охеренный, что ты меня не слушаешь, это тоже как бы отсюда лезет. У него очень дезорганизованное мышление. Само по себе уже мышление нарушено. Она все это переходит в речь. Ведь заметьте, его коллеги нормально разговаривают, то есть он таким же был. Но как только что-то он там сделал, какую-то сделку, у него все пошло по одному месту. Он начал разговаривать не как нормальный, он начал разговаривать как умалишенный. А учитывая, что это он повторяет, вроде как, это уже на лалию какую-то на эхолалию какую-то смахивает. И даже происходение, и даже некоторые слова какие-то странные, тут, возможно, мне лор подскажет, но тот же Кромер, да, это же неологизм. Неологизм его собственной реальности. То есть он смешал какую-то как будто метафору и вот себе придумал, да? Но я могу ошибаться сейчас, ладно. Это все указывает на очень глубокие проблемы с мышлением, не то что с психикой. Он живет в мире собственных символов и аллегорий, которые для него являются буквальным, сакральным значением. Нормальная личность так делать не будет. И, кстати, учитывая, что все это связано с ним по работе, это все как раз-таки связано, причинно-следственная связь происходит, почему у него именно на этой почве бред. Как бы по лору доказано, да, что он хотел быть супер-пупер продавцом, и что в итоге чем закончилось. Так что да, Спамтон прям официальный тут психушник, и все, что с ним произошло, прям ровно по бумажке происходит. И первое место, которое, прям настолько сюжетом завязано, что она еще как стрельнет. Наэль. Как ни иронично, это поймут особенно девушки, да, у которых есть чем-то похожее. Все это тревожное расстройство. Причем расстройство основано на социальной точке.
Почему? Вина простая, мать. Ну, вообще, если быть точнее, тут нельзя точно сказать, кто виновен, да? Но, учитывая всю ситуацию в их семье, как минимум потеря сестры, строгая мать, болеющий отец, эти все факторы наложили на нее тревожное расстройство, которое все углубляется и углубляется по сюжету. Особенно на пути Сноугрейв. Там это делает Крис. Ну, как, точнее, игрок это делает. Крис этому даже не рад. В чем же изначальность проблемы, да? Вечная хроническая тревога. Она постоянно ждет хренового результата. Это такая паранойя, опять же. Она очень много парится. Она очень много чего боится. Хотя незачем. И ее размышления носят, ну, немножко бредовый характер, но это уже как возраст. Однако у нее вроде как есть даже проявление соматического вида. Но тут я не буду прям выгораживаться. Это все-таки это вам игра, а не реальность. Но вроде как у нее есть такое, что ей что-то начинает болеть, и что-то неприятно. То есть тело начинает реагировать на ментальные тревоги. Самооценка низшая, хотя, учитывая, да, ее все свершения, как и геймерши, как и вот хорошая в учебе, это очень плохо. Она, особенно учитывая, что она постоянно сравнивает с кем-то себя. Это очень плохое проявление. Ладно, с матерью это тоже норма, более-менее. Но с Крисом, когда были моменты, это странно было. Стрессовый фактор в виде матери, мэра и отца болеющего тоже накладывает сильное давление. Ладно, с отцом, тут собственное переживание, но мать своим характером начинает ее передавливать, ну, неким авторитетом, хрен его знает, как это объяснить, еще проще. Матери хочется, чтобы Наэль была такой же сильной, но Наэль, разумеется, так не может. И происходит диссонанс, но ломается на этой почве ребенок, а не взрослый. Все это выражает ее социальное и академическое функционирование. С академической, заметьте, все хорошо, но оно настолько высокое, что оно начинает давить на ментальное. Ну а социальное все добивает. На всем этом это больше всего похоже на тревожное расстройство вместе с социальными проблемами. И если идти по сюжету Сноугрейв, то личность ее стирается полностью. Мы не видим ее еще в этой итерации, это как раз будет в 5 главе, получается, если типа Сноугрейв. Но уже можно сказать прямо, что Тоби не просто так эту тему поднял, ведь из нее, по сути, делают сосуд. Ну, то есть ей стирают личность так, чтобы потом еще в нее что-то зарядить. Это очень интересная теория на этой почве. Ну, либо чтобы она не мешалась. Тоже интересно. Но в итоге Наэль, даже не в Сноугрейв пути, не очень стабильный человек, в смысле, олень, не очень стабильный олень. Давайте психологию животных включим, ага, я вообще сойду с ума. Но давайте все-таки, чтобы было интересно, мы зачтем, что Сноугрейв пока что канон, и мы не знаем, что там конец, поэтому чем закончится все это мы не можем утверждать. Но то, что Наэль является самым сюжетно важным каноничным психопатом с диагнозом, это 100%. И именно ее диагноз поможет в раскрытии сюжета. Ну и, собственно, все. Топ закончен. Ну и теперь можете сравнить данные с опросов, с видосом, попали вы или нет. Но в Телеграме вариантов было больше, поэтому там интересней. Что-то еще говорить я смысла не вижу, поэтому просто YouTube подписывайтесь, Telegram подписывайтесь, Discord как хотите. Не теряйтесь, меня не теряйте. И посмотрим, что да как еще. С Новым годом, 26-м. С этим как там, красный конь, да, по-моему, с красным конем. Это трудолюбивый вроде бы год. Не уверен. Надеюсь, еще услышимся. Ну а как вам топик, уже пишите в комментах и так далее. Не теряйте голову. Пока.